Какая была Хюррем Султан и ее внешность? Предмет споров тысяч людей. Но кто наверняка ответит, каким был султан Сулейман? Мы думаем, что имеющиеся картины монарших особ Османской империи на самом деле передают нам их внешность. Ну да, как бы не так. В каком поколении Хюррем и Сулеймана прекратился их род? Какой султан или султанша уже не носили ни единой хромосомы от своих прославленных предков? На ком из потомков Роксоланы и Кануни остановилась их родословная? И правда ли, что внучки и внуки этой супружеской четы живут в наши дни? Друзья, привет! Прежде чем мы продолжим, прошу вашей помощи в продвижении канала. Помочь нам очень легко. Поставьте, пожалуйста, этому видео хоть какую-нибудь реакцию. Полезную роль сыграет все. Лайк, подписка и комментарий увеличат просмотры видео в десятки раз. Спасибо! Ну а для тех, кто готов помогать нам с финансовой точки зрения, реквизиты я оставлю в описании к видео. Это вынужденная, как вы понимаете, просьба, связанная с отсутствием монетизации на российском YouTube. Для большинства людей не является секретом тот факт, что в исламе существовал строжайший запрет на то, чтобы рисовать людей. И уж тем более нельзя было нарисовать султаншу. Потому, кроме запрета на изображение, в гарем было нереально попасть. Ходят слухи, что Сулейман Великолепный нарушил это правило и позволил одному из художников нарисовать собственный портрет. Но это лишь на уровне легенды. Картины султанов появлялись либо по описаниям тех, кто их видел, либо их рисовали те, кто с ними лично был знаком. Но это было по памяти и зависело от того, кто и что видел на самом деле. Ну а раз самим мусульманам рисовать было запрещено, то все имеющиеся изображения – это продукт портретной живописи иностранцев, таких как, например, послов. Так что, мы не узнаем, как на самом деле выглядел тот или иной султан? Узнаем, но лишь с тех пор, как в жизни Османской империи и ее двора появилась фотография. В остальных же случаях все детали весьма спорны, и можно лишь найти что-то у всех общее, чтобы хоть немного приблизить то или иное портретное изображение. Какой способ еще существует, чтобы узнать, как выглядела, например, Хюррем? Правильно, выводы о деталях ее внешности можно сделать, основываясь на потомках королевы Востока. А насколько такой портрет будет идеален? О, друзья мои, он будет лишь условным. Но давайте обо всем по порядку. Все взрослые люди хотя бы слышали слово «генетика». Но ведь это целая наука, и она довольно точная, чтобы на нее могли ориентироваться при установлении отцовства, например, или чтобы узнать, откуда были далекие предки. А в нашем случае, насколько глубоко в османский род проникли гены Хюррем и Сулеймана, и на ком это закончилось? Военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Богданович Литвин считает, что человек – это некое записывающее устройство, в котором хранится память не только о личной жизни, но и о предыдущих поколениях. Но самое интересное с точки зрения нашего с вами расследования – это его мнение о том, что каждый наследует только от 3 самых близких поколений и еще от 2 человек 4-го колена. Чтобы было понятно, как это выглядит на примере Сулеймана Великолепного, то есть его внешность, привычки, предпочтения и так далее, это отражение отца Селима Грозного, деда Баязида II и предков Мехмеда II, а также Мурада II и Мехмеда I. Но это нам мало о чем говорит, так как многие из нас
Эту часть османской истории попросту не знают. Нас спровоцировал на любопытство сериал «Великолепный век». Тогда мы сможем установить, чьи черты носили последние представители с генетической точки зрения рода Хюррем и Сулеймана. И каково же будет наше удивление, когда мы с вами узнаем, что наследственность указанных монарших отцов прервалась на отпрысках Кёсем Султан. Именно они стали последними представителями рода Хюррем и Сулеймана. Это были 12 сыновей и 9 дочерей султанов. Среди них и будущие султаны, молодой Осман, Мурад IV, Ибрагим Безумный. Что это значит для нас? По сути, это лишь оправдывает поступки будущих султанов, когда одни говорят, что мы не виноваты, виной всему лишь гены, а в иных случаях можно уже с уверенностью сказать, что ни Хюррем, ни Сулейман не виноваты. Друзья, по мне так это очень интересная деталь в нашем расследовании. Она дает повод рассуждать о многих известных нам событиях. Что приходит вам в голову прежде всего? Поделитесь с нами в комментариях. Давайте ближе подойдем к вопросу о том, как кто выглядел на самом деле. Сулейман описывается по-разному, но общее одно – высокого роста, худощавый, длинный с горбинкой нос, длинная шея. То, что у него были кривые ноги от седла, в котором он просидел 11 лет, находясь в военных походах, предлагаю в описании не брать. Еще неизвестно, какие бы они у нас были от такого конского катания. Хюррем чаще предстает перед нами как невысокого роста, миловидное лицо, тонкая талия, рыжие, скорее просто светлые волосы. А какими могли быть дети и потомки? С точки зрения генетики, отец передает своим детям рост, состояние зубов, возможность иметь детей, пол будущих потомков. Мать же передает своим детям то же самое, но в меньшей степени. А вот вес и склонность к тем или иным хроническим заболеваниям идет от матери, так считают генетики. Говорят, что сын Хюррем Селим в молодом возрасте был довольно красив, а вот когда стал султаном, растолстел, если не сказать ожирел, у него сильно покраснело лицо, а также он любил спиртное и был рыжим. На просторах интернет гуляет много информации о потомках Хюррем и Сулеймана, живущих в наши дни. А почему нет? Запросто потомки. Но это абсолютно не значит, что та или иная девушка похожа на Хюррем, а мужчина на Сулеймана. Их гены давно уже не живут в крови потомков османов. В таком случае, как считают многие, вполне уместной была бы эксгумация тела Хюррем Султан. По ее ДНК можно было бы с большей долей вероятности установить, откуда она была родом, какой был рост и телосложение, цвет волос и глаз тоже не были бы больше предметом споров и догадок. Но думается мне, что простое любопытство людей недостойно того, чтобы тревожить прах давно спящей спокойным сном королевы Востока. Как вы считаете, друзья мои? Расскажите в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь, ставьте лайк и колокол. Оставляйте комментарий. До новых встреч, друзья мои. Пока. И всем спасибо.